Сегодня, друзья, мы рассмотрим, чем отличается звукоизоляционный каркас от обычного каркаса для гипсокартона и какие материалы SoundGuard используются для этого звукоизоляционного каркаса, чтобы не передавать шум на наш каркас и вообще в наше помещение после монтажа данного каркаса. Смотрите внимательно, будет интересно, а главное полезно. А вот с этого момента поподробнее. Друзья, компания SoundGuard, наши партнеры, это российский производитель звукоизоляционных материалов. И несмотря на весь пресс Запада, на все введенные санкции, они продолжают производить для нас звукоизоляционные материалы. Для того, чтобы мы жили в комфорте и в тишине, наслаждаясь здоровым, хорошим сном и комфортной обстановкой в ваших квартирах, в ваших помещениях. А мы в Брянске вам в этом поможем. Поможем. С чего начинается каркас? С крепления направляющих профилей PN27/28. И отличие, существенное отличие звукоизоляционного каркаса в том, что каркас крепится к основанию через виброшайбы, которые препятствуют передаче структурного шума от основания на наш каркас. Соответственно, эта виброшайба изготовлена из каучукового эластомера с низкой частотой резонансных значений. То есть резонанс практически не передается и структурный шум, соответственно, через эту виброшайбу. В чем еще особенность этой виброшайбы? В том, что она долговечная, то есть она со временем, с течением времени не теряет своей эластичности и продолжает долгие годы препятствовать передаче структурного шума на каркас. Это очень важно, друзья. Потому что некоторые говорят, подложим обычную резинку и нормально не будет передавать никакой структурный шум, друзья, аккуратней. Это специально разработанная штука для того, чтобы долгие годы на каркас не передавался структурный шум через наше крепление к основанию. Друзья, следующий элемент звукоизоляционного каркаса – это демпферная вибролента. Ее функция – создавать вязкое вибродемпфирующее покрытие, отделяющее как основание от каркаса, то есть вибрации не передаются на каркас через основание, а также это покрытие создается на самом каркасе, чтобы от каркаса вибрация не переходила на уже финишное покрытие, то есть на звукоизоляционный гипсокартон. Соответственно, она состоит из каучука, армированного изолоном. То есть он прочная довольно-таки. И сейчас я вам покажу, как она клеится. Вот у меня здесь такой профиль есть. pp 60/27. И вот для эксперимента сейчас я вам, как звучит профиль без ленты. Как колокол, друзья. Москва, почем звонят твои колокола? Бум, 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 бум. И вот сейчас мы наклеим эту виброленту, так чтобы вам видно было. Покрытие немножко оголяю. Вот смотрите, здесь вот она такая вот клеющая, вязкая. И ровненько прикладываю к профилю. И затем вот это вот снимаю бумажку и прилегает. Так. Наклеиваем на стартовый профиль демпферную ленту, чтобы у нас примыкание к стене было через демпфер, чтобы звуки не передавались на каркас. Дальше
Теперь проверяем, как она теперь звучит. Видите? Вообще не звучит. Я вас не слышу! Вот реально видно на практике, как это все происходит. И следующий элемент нашего звукоизоляционного каркаса, друзья, это, конечно, виброподвес. Вот здесь у меня виброподвес от SoundGuard Vibro M. И его основная особенность в том, что сам подвес отделяется от места крепления вот таким зелененьким полиуретановым микропористым эластомером. И, соответственно, он эффективно снижает передачу структурных и ударных шумов от основания на наш каркас, который мы будем крепить, соответственно, сюда. И что еще хотелось бы об этом подвесе сказать, то что это тонкое решение, специально разработанного, чтобы экономить пространство между основанием и каркасом. Посмотрите, здесь дырочки для крепления потолочных профилей находятся очень близко. То есть уже вот здесь мы можем начинать крепить наши потолочные профиля. Этот подвес био- и влагоустойчив. Толщина его миллиметр. То есть он довольно-таки жесткий и прочный. Виброподвес. Еще раз, чтобы вы понимали. Вот, видите, оторвал ноги, подтягивается. Молодец. И давайте сделаем сразу общий вывод. В чем же отличие существенное обычного каркаса для гипсокартона от каркаса звукоизоляционного? Виброподвесы. То есть не обычные подвесы, а виброподвесы, чтобы звук, вибрации не передавались от нашего потолка. Дальше. Крепление к стене направляющего П-шки, П-образного профиля, обязательно через виброшайбы. Вот они везде, эти виброшайбы. Дальше еще одно существенное отличие. Это все профиля забиваются, заполняются минплитой шумопоглощающей. Для шумопоглощения даже под профилями. И, конечно, все крепления, в том числе к стене, через демпферную ленту. Вот такая демпферная лента, она идет по всему каркасу. Для того, чтобы нам исключить вибрации на нашу уже конечную стену. И чтобы как меньше звука ударного, ну и воздушного в том числе, передавалось сюда, вовнутрь помещения. Но это, конечно, виброразвязка. То есть мы от основания, от крепления оснований полностью развязываем наш каркас, отделяем наш каркас от основания, чтобы структурные шумы, чтобы ударные шумы, чтобы какие-то вибрации не передавались на наш каркас. Задавайте свои вопросы в комментариях, я на них обязательно отвечу. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые полезные видео. Друзья, обратите внимание, что там появились еще полезные видео. Посмотрите их, не пропустите.